все, добрый вечер, дорогие мои. Извиняюсь, что сегодня так получилось. Были кое-какие проблемки, да, то есть некоторые, у Юли не получилось присоединиться. И я смотрю, сейчас есть проблема опять у нас в Ютубе, то есть у нас что-то со связью. Ну хорошо, у нас сегодня праздник, ну как праздник, да, то есть Страстная Пятница. Я думаю, что все созваниваются, поэтому проблемки есть именно с интернетом. Итак, рада вас всех видеть. Надеюсь, что YouTube у меня все-таки сейчас даст какой-никакой допуск. Не хочет он никак запускаться как надо, поэтому... Так, поэтому так и оставляем. Итак, мои дорогие, сегодня мы вообще хотели с Юлей поговорить именно о типах, то есть энерготипах, именно о видах, какие они бывают, потому что до сих пор спрашивают. То есть люди, естественно, у нас очень много эфиров, и поэтому у нас не получается просмотреть все как надо. То есть, вернее, вам не получается так, как нужно все увидеть и понять, о чем вообще речь. В принципе, как уже рассказывалось, то есть и как везде у нас писалось, и девчонки, мальчишки, которые находятся у нас на вебинарах, они тоже знают всю эту систему, что у нас там происходит. То есть у нас имеется несколько видов, потому что все считают, что есть у нас, как говорится, только вампиры и есть у нас только доноры. Нет, это совершенно не так. То есть типы бывают намного больше. Но я вам расскажу вот именно о 4. Я надеюсь, что в ближайшее все-таки время у нас получится с Юлей выйти в эфир. Итак. Дорогие мои, то есть, как вы знаете, есть у нас есть гипервампиры у нас, есть у нас вампиры. То есть мы их подразделяем на разные категории. Есть также у нас доноры. Есть у нас гипердоноры. То есть это то, что мы на своей практике теперь это отметили, то, что у нас вот мы разделяем эти типажи. Все это можно, конечно же, просчитать, но я просто хотела вам, то есть мы расскажем, я вернее расскажу потом, что и как дальше, что у нас все-таки происходит, то есть и как мы вообще вычисляем такое все. Итак, мои дорогие, не хочет у нас давать ничего YouTube. Я просто за это. Итак, мои хорошие, значит, у нас есть гипервампиры, то есть как мы их отличаем. То есть вы можете также прочувствовать и можете это все просчитать. Естественно, мы это делаем. И так же, как мы этому учим. То есть это люди, у которых определенных цифр не хватает, да, то есть это у нас по двоечкам в основном идет. И как раз вот это люди, которые умеют брать энергию. Так же, как и вампиры. Да? Но всегда почему-то считается, что вампиры это очень плохо. Это совершенно не так. То есть, поверьте мне, это, наверное, людям один из типажей, которым людям не так уж тяжело, не так плохо. То есть, как для самих себя, так и для окружающих. То есть, они берут избыток энергии у других, естественно, перерабатывают себя, могут иметь проблемы, потому что если могут хапнуть, как говорится, как я говорю, хапнуть, какие-то более серьезные грязные энергии, естественно, они тоже точно так же болеют. И еще раз повторюсь, это не так уж плохо на самом деле. То есть вампиры, я считаю, это один из лучших, наверное, типажей, потому что они могут питаться практически любой энергией, которая находится вокруг. То есть так же, как вот если, еще раз повторюсь, что если бывает перезагрузка, там есть как у нас биоэнергеты, да, вот это вот, то есть они могут и от них брать. Следующий типаж, то есть это вот то, что у нас с этим связано. Следующий типаж это доноры. Это люди, естественно, которые только отдают. То есть они практически всегда истощены, то есть они только вот отдают. Но про доноров, наверное, вы и так все знаете, так же, как я и говорила, что о вампирах все знаете. Точно так же, то есть их просчитывают по нумерологии, и их вот точно уже знаешь, к какому типажу относить. Следующее это так называемые уравнители. То есть что у нас с уравнителями? Это люди, которые берут избыток энергии у кого-то и отдают тому, кому надо. То есть они пропускают через себя точно так же и отдают кому надо. В чем проблема, то есть именно уравнителей? Это вот если мы берем что-то, какие-то ситуации по жизни. Они их в основном используют. То есть на самом деле в основном используют, потому что люди неосознанно чувствуют какую-то тягу. Естественно, уравнители у нас берут эту энергию, да, которая там слишком много, да, или же отдают эту энергию. Естественно, они точно так же могут и истощаться достаточно серьезно. То есть они не относятся ни к донорам, ни к вампирам, они такой проводник, как говорится.
Это одно. Следующее, это, вот как я уже сказала, использование, поэтому вокруг них очень часто бывают предатели, то есть именно предательство. Люди на какой-то период времени приходят в их жизнь и потом уходят. То есть, уравнители уже, наверное, к этому привыкают со временем, хотя иногда не понимают, но когда им объясняешь, что на самом деле вот так и так это есть, то есть тогда они успокаиваются и все хорошо. Кстати, они еще тоже неплохие психологи, то есть они такие, они поднимают настроение, они дают свой заряд настроения, то есть именно другим людям, которым это не хватает. Они хорошо очень работают с людьми. То есть и в основном это их как раз задача, работа такая с людьми. Следующий момент, это, как я считаю, самый тяжелый, это, вернее, людям, которым тяжелее всего, это биоэнергеты. Им достаточно трудно, потому что они берут всю грязь, впитывают в себя, перерабатывают это. То есть эту грязь перерабатывают. Это вот люди биоэнергеты. Время от времени им надо уходить в себя, потому что они не могут полностью, они не могут кому-то отдать, там, да, они могут только в себе ее переработать, чтобы уже, скажем так, как чистую выпускать наружу. В чем у них еще их вот задача, да, это у нас природные целители. То есть люди, которые вот болезни точно так же на себя берут, то есть они это все перерабатывают, они очень мучаются, им очень тяжело. Когда вот в основном в семьях такое бывает, насколько я замечала, то есть когда человек биоэнергет, и вдруг там мама, папа, да, это если, например, ребенок, говорит, ой, я не знаю, как с ним справиться, он иногда психует, уходит там в себя, да, не разговаривает, все остальное. Это как раз проблема биоэнергетов, потому что им действительно... Они наглотались, они вас почистили, и они не знают, что с этим делать, то есть, потому что им надо переработать это в себя. То есть это людям очень-очень сложно. Вот в этом плане. Ну и последний тип, это у нас гипердоноры. Довольно интересный тип, то есть в принципе считается, да, вот, ну, гипердонор даже по звучанию. То есть люди должны быть гиперактивными. То есть это совершенно не так, то есть у них своя энергия, которая, так как мне объясняли, это такая банка, которая закрыта крышечкой, они никому ничего не дают и никому ничего не дают и ничего не забирают. То есть она у них полненькая, эта крышечка вся. Плюс эти люди достаточно спокойные. То есть они не такие активные, что они там вот как вот, я говорю еще раз, если мы сравниваем слово гиперэнергет, они не гиперактивные. Нет, ни в коем случае. Они очень спокойные, они всегда практически уравновешенные. И некоторых начинает это раздражать. То есть если они встречаются с другим типажом людей, их это начинает, этот типаж людей как раз вот раздражается, потому что этого человека невозможно раскачать. Он спокоен по жизни, да, он в своих думках, естественно, но он не выплескивает все наружу. То есть он совершенно спокойно идет по жизни. Конечно, проблемы есть у всех, туда же разговору не может быть. То есть это как раз то, что вот о вот этих вот нескольких типов. Вот как раз я хотела и коснуться, потому что так как у нас всегда считалось, опять же, что существует только два, вампиры и доноры, нет. Это, еще раз повторюсь, это совершенно не так. То есть типажей гораздо больше. Вот эти вот типажи можно прекрасно просчитать. Можно разложить, как говорится, по полочкам. Что, как и почему такой человек на самом деле. То есть почему он, например, абсолютно к вам безразличен. Или почему же он себя ведет там агрессивно или что-то еще. Почему он именно с вами так. Либо вот как вот бывает еще такой момент, это когда на работе, например, да, то есть на какую бы человек работу не пошел, а его вот просто вот ненавидят, да, вот просто. Вроде бы хороший коллектив, но вот с ним не могут находиться рядом. Это тоже очень часто зависит именно от этой энергетики. То есть то, что у людей есть. Либо же также с ребенком, да, либо с взрослыми. Или там, когда женщины начинают, когда, например, уравнители, они в основном эмоциональные. У них всегда есть эмоции, они всегда там выплеск эмоций, а тут они встречаются с тем же самым гипердонором и не могут понять, почему. То есть они не могут вывести его до состояния там каких-то эмоций. То есть человек совершенно спокойный, уравновешенный, да, а уравнителям, то есть им надо вот это вот эмоции иметь. Кстати, если мы касаемся гипердоноров, у них, то есть опять же там по сочетанию цифр надо смотреть, не у всех, но достаточно часто встречается то, что они склонны к каким-то привычкам. То есть, например, там алкоголизм, да, там выпивать, то есть не можно, я не скажу, что там законченный алкоголик или что, но вот именно склонны к каким-то привычкам. И точно так же по ребенку, который родился, если есть у вас вот эти цифры рождения, да, или по человеку, можно просчитать, склонен человек или нет. То есть есть такой момент. Это очень интересно всегда. Если мы касаемся, сейчас я коснусь вампиров. Кстати, очень часто, наверное, вы слышали такое, да, что одним женщинам дарят подарки постоянно, а другим нет.
Как ни странно, это тоже зависит от того, кто человек. Очень часто подарки просто так, вот ни с того ни с сего. Мужчины те же самые, если они там не вампиры, они дарят женщинам, которые вампиры, либо гипервампиры. Им все время хочется что-то дать. Понимаете? То есть именно вампирам хочется что-то дать. То есть это такой инстинкт. Вот. Очень плохо дарят донорам. Поэтому, девочки, когда вы у меня спрашиваете, почему мне не дарят подарков, даже это можно посмотреть и понять, почему это происходит. То есть и очень интересно. Кстати, вот если мы опять же коснемся уравнителей, да, тех же самых, с ними что... То есть уравнители, как я уже говорила в начале, они довольно эмоциональные, но они очень хорошие психологи. То есть и они подстраиваются под человека. Даже еще, кстати, есть одно название, это копирер. То есть подстраиваются под того человека, который находится рядом с ним. К примеру, человек, вот, ну, например, уравнитель, да, никогда не пил. С ним рядом находится человек, который любит выпить. И уравнитель тоже будет с ним выпивать. То есть, но это не значит, что он склонен будет к алкоголизму. То есть, как это только человек отходит, все у него это проходит, ему это не надо. И так вот практически со всеми привычками. Он четко чувствует эмоции других людей. Он знает, как с каким человеком именно себя вести. Понимаете, как я уже сказала, они очень хорошие психологи в этом плане. И в основном работают в таком направлении. Либо когда там, если даже выбрали какое-то другое направление, они со временем как раз начинают вот уходить в то, чтобы помогать. И люди неосознанно к ним идут. Неосознанно на каком-то таком непонятном уровне для всех, как говорится, да. Но это для других непонятно, для нас это понятно. Вот как раз вот это вот происходит. То есть к ним начинают тянуться, с ними хотят поговорить, им хотят выплеснуть эмоции, поплакаться. Но опять же, как только вот человек там восстановился, да, как только он там выплакался там, или рассказал какие-то эмоции, то человек отходит от уравнителя. Поэтому у уравнителя очень редко бывают вот долгосрочные какие-то отношения, связи, как у друзей, например. То есть да, у них куча людей вокруг, но вот именно каких-то серьезных таких вот надолго не хватает. Потому что человека использовали, просто уходят. Это вот к этому. И точно так же практически бывает и с биоэнергетами. Они необычные, они всегда у нас, у них интересный очень характер. Это глубоко интересные люди всегда. То есть у них очень много знаний, очень много эмоций тоже. Но время от времени, как я уже сказала, то есть их надо уметь понимать. То есть они время от времени уходят где-то в себя. То есть их нельзя трогать, их нельзя дергать. То есть иначе сделаете только хуже. Вот это то, что у нас в этом плане. Ну, как я уже сказала, вампиры, в принципе, интересный тип, поэтому не пугайтесь, когда вам говорят, что вы вампир. Нет, это человек, который, вот я говорю, он может питаться и грязной, и хорошей, и плохой энергетикой, то есть всем этим может питаться, то есть может откуда-то брать все это, пополняться. То есть все это так и происходит. Но он точно так же перерабатывает ту же самую грязь себе, то есть и точно так же там может кому-то отдать, если он переполнен. То есть тоже такой момент есть. Вот. Ну, а про гипердоноров, то есть это интересный типажок такой, очень интересный, как я уже сказала, да, то есть это у нас своя энергия, которая никому не дается и никуда не истрачивается лишний раз. То есть истощение бывает очень редко, то есть это действительно надо так всколыхнуть этого человека, то есть это надо, во-первых, быть гипервампиром сильнейшим, да, и, во-вторых, вывести на полные эмоции, то есть надо просто довести до истерики. То есть тогда, возможно, он что-то выплеснет, и тогда, может быть, где-то начнет меняться. Кстати, с годами это точно так же могут быть типажи и меняться. То есть вы знаете, что люди, когда уже в возрасте находятся, у них энергии в основном не хватает. То есть поэтому они пытаются от кого-то взять и пополниться этим. То есть опять это все происходит на неосознанном уровне. Поэтому, когда ко мне приходят... Кстати, знаете, что еще? Сейчас я вам расскажу такую... Интересный момент, это когда ко мне приходят и говорят, вот со мной рядом находится там мужчина, да, мужчина, он вампир явно, потому что я от него болею и все такое, вот, то есть невозможно с ним находиться, а я, наверное, донор. И когда начинаешь просчитывать, оказывается совершенно наоборот. То есть, например, человек, у нее там этот мужчина, там гипердонор, а она явный вампир, то есть, ну не гипер, а, например, явный вампир, такой сильный. Так как у нее не хватает, он же не дает ей эту энергию, она не может его вытащить, эту энергию с него. У него это баночка с крышечкой, не забываем об этом.
Что происходит в этот момент? То есть она истощается, эта женщина, это про женщин, потому что вы знаете, что у меня в основном категория женщин, которые ко мне приходят, истощается, и ощущение того, что вообще у нее последнее забрали. То есть, поэтому это очень интересно, когда такие вещи происходят. Еще есть такие моменты, то есть опять же, я вернусь сейчас к нумерологии, то есть здесь такой момент, это просчет именно своих родовых задач. Тоже можно по всем цифрам, то есть по цифрам вообще, по математике, математика это великая вещь, наверное, все знают это. То есть можно отлично просчитать, то есть какие у тебя задачи родовые, то есть в чем твоя проблема. У кого-то рождение детей, у кого-то там свой род обогатить, да, то есть вот в этом плане, то есть какие-то вещи, то есть как себя вести, то есть все это можно разложить по полочкам, уже зная только дату рождения и вот конкретно уже сказать что-то. И точно так же, как ни странно, то есть по этим цифрам можно узнать, есть на человеке негатив или нет. Как я уже говорила, да, я вообще очень так отношусь, когда ко мне приходят и ставят диагноз «на мне порча», то есть я очень плохо к этому отношусь. Или на мне негатив, или в первых строках, когда мне пишут именно вот «я хочу на консультацию, потому что у меня порча», я очень отрицательно к этому всему отношусь. Так вот, в нумерологии как раз вот это можно просчитать. То есть если ты смотришь, что матрица у человека вообще обалденная, то есть у него все в принципе должно быть хорошо, а у него конкретный сбой, когда я с человеком разговариваю, так как мы еще ложим там карты и просматриваем, ну карты это так, для подстраховочки, как я всегда говорю. То есть просматриваем ясновидением, видим у него пробоины или что-то еще. То есть тогда да, то есть на этом человеке действительно может быть негатив, но это бывает в очень редких случаях. В основном уже по матрице можно определить, почему такое, почему какие-то там события происходят у человека, то есть почему там, какое он наказание несет, то есть все это раскладывается по полкам. То есть это вот к этому моменту. И поэтому еще раз повторюсь, когда вот просто постоянно вот этот вопрос, о боже, я вампир, да как вы можете такое говорить, еще повторюсь, вампир не так уж это и плохо. И кстати, еще такой момент. Очень часто, даже где-то, наверное, 90% женщин-вампиров – это худые женщины. Они не набирают вес. У них нет с этим проблем. Есть проблемы у уравнителей с весом, есть проблемы у биоэнергетов с весом, притом довольно серьезные, потому что постоянно энергии, которые берутся, плюс они выплескиваются, это истощается человек, естественно, и чем он пополняется, он же не вампир, чтобы с кого-то это взять. Понимаете, и мы себя обманываем, мы идем к холодильнику. То есть мы считаем, что оттуда можно взять эту энергию. То есть, это нормально вот так вот. Гипердоноры тоже склонны довольно к полноте, но я говорю, вечная задача именно похудения это у нас у биоэнергетов и у уравнителей, то есть людей, которые вот эти энергии туда-сюда гоняют. Вот у них. Так, если же у вампира, кстати, вот это тоже момент, я извиняюсь, что все время кстати говорю, да, тоже этот момент, то есть если вампир склонен к полноте, значит здесь есть проблемы со здоровьем. То есть на это нужно обратить внимание, то есть посмотреть уже по здоровью. То есть гормональное, не гормональное, то есть вот этот момент. Но вампиры в основном худые. Вот так. Но если только они не занимаются бешено спортом. Так, вот, кстати, да, еще раз здравствуйте, кто у меня заходит. Вот это то, что я вам хотела рассказать. Сейчас немножко намекнуть так вот, что не все так плохо, как кажется. И еще раз пригласить на 9-10 число, это на наш вебинар, то есть вернее, это на Юлин вебинар, потому что она нумеролог. Вебинары очень интересные. Первую группу, которую мы проводили, у нас была с декабря месяца, только сейчас мы ее закончили. Мы дали основы. Это основы нумерологии. Как раз эти все вещи там проходят. И девочки знают, не буду обманывать, они знают и могут вам написать, если кто-то спросит. Факт то, что создается группа, в которой очень много объясняется. То есть практически каждый день с вами там находится. То есть чтобы вы знали. Да, кстати, Наташа тут неправильно вампир. Под 70 килограмм, солнце мое. Радуйся, под 70 килограмм. Понимаешь, еще в чем проблема? Кто это у нас? Натуся. В чем проблема-то? В основном от 70, 80 от 100 килограмм, вот это как раз у нас уравнители, биоэнергеты, гипердоноры. Так что не так все плохо, как кажется.
Ага, Наташа уже стала замечать. Смотрите, еще, да, вот Наташа сейчас напомнила просто этот момент. Это мы делали вебинары по женской энергии, когда был вебинар только о женщинах. Только с женщинами, с их энергией. И это было у нас на солнцестояние, да? Так, вот, девочки у нас как раз такой момент был, на похудение делали. Ну вот, начинают писать, что работает. Я неправильный вампир. Еще раз говорю, если вот этот просчет идет, и вы у нас гипервампиры либо вампиры, да, и есть такая вот проблемка, и довольно серьезная, то есть, опять же повторюсь, от 80, 90 и 100 килограмм и так далее, да, значит проблема со здоровьем. То есть не все в цифры кидается, понимаете, еще надо смотреть все-таки за здоровьем. Плюс не забываем, это возраст. То есть чем старше мы становимся, тем это проблематичнее. Так, вампиров, слушайте, вот смотрите, хоть и говорят, что вампиров очень много, я бы не сказала, есть определенный баланс. В том-то и дело, что есть определенный баланс между всеми. Я вспоминаю Винни неправильный мед. У меня хорошо со свечой, конечно, не 10, но 3 килограмма. Но это прекрасно, понимаете, потому что мы же не делали какие-то такие специальные ритуалы, да, как говорится. Нет, здесь совсем другое. Это делалось прокачка энергии. И опять же, повторюсь, кто у нас был на этих вебинарах, они чувствовали нас, потому что мы работаем определенным методом интересным. То есть они нас чувствуют. Поэтому всем добро пожаловать, кто у нас желает. Я думаю, вы не пожалеете. Во-первых, вы нас будете чувствовать. Вы будете понимать, где у вас проблемы есть, где есть блоки. Все это будете понимать. И еще скажу этот момент. Вот сейчас вот у нас будет в четверг по энергокоррекции. Что это такое? Это снятие как бы, да, то есть это не обряд, что с вас снимают порчу там или что-то с вас снимают такое грандиозное. Нет. Это очищение, да, энергетики. Плюс сам организм будет вам рассказывать, где у вас проблемы. То есть вы будете это чувствовать. То есть где у вас блоки, на что обратить внимание. Понимаете, то есть сам организм вам все это расскажет. Наша задача только как бы подтолкнуть, дать вам эту энергию, заставить ваш организм работать, дальше уже все идет от вас зависящее. Сколько мы будем худеть? Смотрим, у всех по-разному. Так. Да, блоков, кстати, еще вот кто у нас, девчонки, были по 3 раза, да, вдруг говорили, что там вот такие-то проблемки, блоков у людей достаточно много. Вы сами должны понимать, что за там 3-5 минут невозможно прочистить человека, при этом мы работаем на большую группу. И мы рассчитываем на то, что все-таки это работа индивидуальная каждому. То есть если вы хотите действительно вот там прочиститься, да, очиститься, это индивидуально. Когда работаешь на группу, ты даешь энергию, даешь достаточно сильную энергию, и она вот пробивает. Но это не значит, что вы у меня встаете утром, и вы становитесь там детками малыми, да? То есть вот вообще все чистенько, все хорошо. Это ни в коем случае не так. Это определенный толчок, чтобы вы поняли, где у вас находится проблема, чтобы вы ее могли решить сами. Работают. Да, вот все медитации работают. Ну, на самом деле, то есть медитации очень сильно, очень хорошие. И это не такие медитации, что мы включаем там вот музыку вам и просто все слушают. Нет. Плюс в Ютубе я говорила о том, что будь поосторожнее вообще с медитациями, которые вы слушаете, если вы включаете где-то какую-то музыку. То есть надо быть очень аккуратными, очень осторожными в этом плане. Не каждая медитация, то есть вы не забывайте, что там различные звучания. И ни в коем случае не забывайте того, что как влияет на ваш организм. Для некоторых может быть, что у нас происходит. Вроде бы у человека появляется азарт. Вроде бы вот восторг такой бешеный. Сильный при том восторг. Да? Человеку хочется больше. Он начинает каждый день включать медитацию. Но волны, которые эта медитация выпускает, которые она делает, оно может повлиять на тот же самый организм и начинать его разрушать. То есть, когда человек постоянно, вы знаете эту систему, когда человек постоянно в адреналине, ему хочется больше, больше, больше. Но где-то у нас примерно через месяц начинаются проблемы, то есть это болезненные проблемы. Поэтому я никогда не советую слушать что-то, чье-то, если это не 100% проверено. Это одно. Второе, самая лучшая медитация у нас что? Это у нас идти в лес.
когда птички поют, когда светло и хорошо. И тогда вы заряжаетесь, и прочищаетесь, то есть и отдыхаете. Желательно, конечно, сходить самим, потому что как поодиночке там, и действительно насладиться этими энергиями, которые вокруг вас. То есть научиться чувствовать эти энергии. Так, что у нас тут? Через факел прыгали. Да, то есть женская медитация, которая у нас была, она была очень интересная. Мы рассказывали несколько там таких моментов, которые можно девочкам делать. То есть это освобождение от прошлых связей каких-то, ну не полностью, потому что, опять же, каждый должен работать еще индивидуально, то есть сам собой. Либо же вы приходите индивидуально к нам поодиночке, тогда уже другая, тогда мы напрямую с вами работаем. Вот. И там было несколько способов интересных, девчонки проверяли. Я рассказывала, что же все у нас такое происходит с вами, когда вы там через огонь прыгаете и все такое вот. То есть вот это все рассказывалось. Плюс достаточно много у женщин, если они, например, беспорядочную жизнь вели в свое время сексуальную, очень много, я как называю, это печати. То есть это остатки от прошлых мужчин. Энергия от прошлых мужчин, которая как бы въедается так слегка. Въедается в ауру человека. Понимаете? И просто так за раз, за одну медитацию это естественно не прочистишь. Это... Поэтому здесь надо быть аккуратнее. Так, после медитации заболело плечо, и вы посоветовали проверить, сделала снимки, есть небольшая, не написано, будем лечить. Да, Натусь, как раз-то вот как мы и говорили, то есть как только у вас организм вот эти снимает блоки, он пытается вам показать, где проблемка, именно сразу вот во время медитации, либо после медитации. Где проблемка, на что определить, на что обратить внимание. Если там какая половина тела мы объясняли, да, какая болит, к чему относится, то есть мы объясняли там какие-то моменты, вот с тем же самым, если у вас голова заболела, либо где-то там давит, там, вот тут, да, либо горло болит. То есть все это мы как раз объясняли на этих медитациях. Я прыгала, не поджарилась. Да. То есть вот это вот к таким вещам. Ну и что еще могу сказать по этому поводу? То есть смотрите за нами, смотрите, что у нас происходит, наблюдайте и попробуйте поучаствовать. Цены, как я уже сказала, они и везде пишутся. Они довольно такие очень-очень низкие, потому что мы не то, что мы хотим там, прям, понимаете, если бы мы хотели заработать на этом, естественно, мы такие цены не ставили. Мы хотим вам показать, что вы можете сделать с собой, с вашим телом, с вашими энергиями и с вашей жизнью. У многих, кстати, стало меняться достаточно сильно. То есть именно окружение, они по-другому стали смотреть на мир. Они по-другому стали все это ощущать. Они стали чувствовать эти энергии. И, как я говорю, у нас ведьмочки наши хорошие, да, то есть, потому что, ну, девчонки действительно раскрывают себя по-другому. Они становятся женственными, они становятся мягкими. Они какие-то приоритеты другие делают уже, совершенно другие. То есть, понимаете, они хотят действительно жить. Они у меня расцветают. Но я предупрежу, я немножко вредная, да, то есть, опять же, девчонки знают, я очень строгая. Это я могу так вот посидеть там, либо на консультации где-то что-то, но я бываю очень-очень строгой. У меня после 4 замужеств тяжеловато будет снимать солнце мое, и я скажу так. Ко мне приходили девочки, у которых не 4 замужества, а 5 замужеств, и при каждом замужестве еще по 3, по 4 любовника. Понимаете, поэтому либо это можно вообще не иметь замужества, да, но направо и налево ходить. Любое там. Худеть еще будем, если вы хотите худеть. То есть любой момент связи, он оставляет свою печать. Даже если, я вам сейчас еще скажу такой момент, даже если это не сексуальная связь, а влюбленность бешеная, которой вы не освободились. То есть здесь немножко другой блок происходит. Но все-таки он есть. То есть это не переработанная ситуация, понимаете? То есть которая сидит всегда. И очень часто не дает возможности двигаться вперед. Даже это есть. Женский вебинар еще будет. Да, мои хорошие, будет еще женский вебинар. Обязательно. Так. Давайте еще пару вопросиков. Я не хотела сильно долго сидеть, все-таки сегодня у нас Страстная пятница, да? Плюс я очень хотела с Юлечкой выйти, но вы понимаете, что у нас со связью теперь проблема какая. Что-то Германия там опять мутит, как я всегда это называю.
Сейчас, смотрите, в четверг у нас будет, в этот четверг, 8, по-моему, число, да, 8 числа у нас будет как раз прокачка вот этого, да, то есть энерго. Посмотрите, пожалуйста, у меня в Инстаграме, ВКонтакте я выставила это объявление, плюс в Фейсбуке есть. То есть это вот как раз убирание этих блоков. То есть опять короткая медитация, чтобы вот человек понимал, да, то есть прочищение его самого. Так, я сегодня о Пасхе точно не буду говорить, ребят, нет. Я обязательно поговорю, но не сегодня, хорошо? Сейчас, подождите. Так, сейчас Наденька писала, да, это Надя, по-моему, Ужгород моя. Однозначно работают. Я делала не для похудения, чувствую себя совсем иначе, намного увереннее. Это то, что мне больше всего не хватало. Легко, женственно, действительно весна в душе. Мы на это, понимаете, мы брали день такой, мы подбираем дни специальные, то есть мы подбираем под луну все это, то есть, чтобы у людей легче шло, чтобы проще все это шло. А там был вообще очень хороший день. И, кстати, еще. Скоро у нас 30 апреля. И вот сейчас я просто скажу вам, да, то есть у нас будет очень интересный ночной вебинар для тех, кто у нас участвовал уже в вебинарах, да, то есть кто у нас проходил практики, вот эти вот у нас будет очень интересные. Не забываем, что у нас там Вальпургиева ночь. То есть это я вам такое немножко на будущее. Так, сейчас, одну секунду. Я просто смотрю, у меня тут немножечко зависло все. У нас Страстная Пятница, потому что я католичка, то есть Германия. Если я правильно поняла, находясь в отношениях, можно прыгать через факел, чтобы освободиться от обиды прошлого брака. Это зависит от Луны. Нет. Если бы это было все так просто. Прыгать через факел — это для того, чтобы очистить. Опять же, там специальная техника. Это не так, что вы мне сейчас костер разожгете и начнете все скакать через него, да? Поаккуратнее с этим. Я вас ни на что не призываю, никуда не отправляю, как говорится. Там определенное сочетание. То есть при медитации мы очищаем, да? Мы себя прочищаем, мы эти блоки убираем какие-то, мы что-то вычищаем. Потом затем вот эти вот ритуалы, так называемые, которые такие вот с огнем связаны, мы работаем через огонь. Что Юля огонь стихия, что я огонь стихия. То есть мы поэтому всегда просим на все наши медитации, чтобы было проще и легче, чтобы у вас были свечи. То есть работа через огонь обязательно. Вот. И как раз просто прыгать, освободиться от обиды, это нереально. Вы уберете грязь, которая на вас. Это есть. И при том, когда вот я говорила, какими способами, то есть какой именно там, сколько свечей надо, что вот это вот все, вы потом это даже грязь сами видите. Вы ее нормально глазами видите, не то, что там где-то в астрале. А сами это видите, что на вас было. Так. Нет, сейчас, секундочку, сейчас. Потому что у меня, ребята, вы меня извините, у меня тут зависли все, оказывается. Сейчас, одну секунду. Про технику. Я про технику помню, ваша девочка с вебинара. Ну, отлично. Сейчас. Сейчас, Элочка, подожди, у меня тут, блин. Вот я вампир, возле меня всегда сильно эмоциональные люди. Обычно такие люди всегда жалуются, ноют, которым всегда плохо. Здесь опять точно так же, Наденька, надо, видишь, надо посчитать. Возможно, ты у меня уже была где-то вот на нумерологических, да, где Юля вот этому обучает просчитывать. Ваше окружение просчитать надо. То есть сильные люди, дают они вам что-то или нет. Насколько вы сильная натура, какие у вас цифры. То есть вполне возможно, что у вас где-то такое сочетание, что вы даже как вампиром не являетесь таким, понимаете? Поэтому люди вот эти сильные возле вас находятся. Каждая медитация. Пижамная вечеринка. Да, Эл, ну в принципе я бы сказала, что можно и так назвать, но очень интересные. Смотрите, насчет свечей. Я уже это писала, то есть когда вы к нам найти. Девчонки, если вы куда-то попадаете в магазин, где много очень свечей различных, не церковных, а разные цвета, набирайте свечи, это очень хорошая вещь. Даже просто ставите, вот смотреть на огонь. Это очень хорошо. Набирайте. У нас могут быть медитации, например, вот сегодня вечером мы сидим, окей, блин, вот сегодня вот такой вот сейчас момент,
когда надо вот сейчас именно выйти и вот сделать ее. То есть мы можем сразу же позвонить там или там в группу это закинуть, да, чтобы все вышли, и мы сели и сделали это. Поэтому пускай у вас всегда будет куча новых свечей. И тем более, там, если недорогие где-то, набирайте. У меня целая куча. То есть, и использованные нежелательно, если только это, возможно, не повторение какое-то. То есть на те же самые женские энергии или что-то. Но желательно, чтобы... В основном мы говорим о том, что эти свечи должны потом прогореть. То есть через какое-то время можете, чтобы они догорели. Сейчас, секунду. Насчет личных вопросов. Для этого есть консультации, мои хорошие, пожалуйста. Насчет, вот знаете, вот мы обязательно, все, кто у меня вот сидит, в тех же самых болталках, которые у нас есть, да, в тех же самых группах, когда все это снимут, наконец, у нас просто тут маразм крепчает, как говорится, ну, Наташа у меня тоже тут. Чем дальше, тем интереснее все происходит. Уже просто до смешного. Абсурд. Но обязательно договоримся о том, что, например, будем раз в год где-то встречаться. Я думаю, это будет очень интересно. Так, ну все, мои дорогие. В принципе, я то, что хотела, вам рассказала. То есть я поверхностно, опять же, извиняюсь, не получилось у Юли присоединиться. Проблема со связью довольно серьезная. То есть несколько раз сегодня пытались подключиться, вы это сами видели. Так что я извиняюсь, у нас, я думаю, у нее получится потом настроить все, и у нас все-таки совместно. И она более глубоко, более подробно, потому что она обалденный нумеролог. Кстати, вот по этим денежным энергиям, да, которыми мы работаем, тоже, которые вебинары идут, там тоже она всего это касается. И потом еще в группах мы дальше продолжаем. То есть мы не выкидываем людей после вебинара, что все, отвели и свободно. Нет, мы продолжаем с ними все равно. Если есть вопросы, мы на них то действительно отвечаем и двигаемся дальше. Да, как снимут шабаш обязательно. Да, за встречу. Итак, мои дорогие, всем хороших выходных. Увидимся с вами в воскресенье на прогнозе. Да, Мостовый. Блин, плохо, что я очень маленький эти. Увидимся с вами в воскресенье. И, кстати, да, сегодня, возможно, я выставлю уже расписание вебинаров на весь месяц. Да, еще подписывайтесь, мои дорогие, на бот, потому что там все как раз новости выходят коротко, ясно и без проблем. И это в Телеграме. Все, мои дорогие, все счастливо, всем успехов, всем удачи.